Здравствуйте, друзья! Подписчики моего канала! В первой части этого мастер-класса я рассказала вам, как создать барельеф дерева по мотивам картины австрийского художника Густава Климта из декоративной штукатурки и гипсовой шпаклевки. А во второй части я вам расскажу, как этот барельеф можно расписать и сделать инкрустацию. Итак, на последнем этапе, как вы помните, мы покрыли барельеф пропиткой, тем самым подготовив его к росписи. Далее с помощью краскопульта наносим акриловую интерьерную краску, колерованную в коричневый цвет. На этом этапе у нас стоит задача очень качественно выкрасить все рельефы, не оставляя незакрашенных участков. Если у вас нет этого инструмента, то краску можно наносить с помощью кисти. Вот так должна выглядеть работа на данном этапе. Затем наклеиваем малярный скотч по периметру основания дерева и красим его в светло-зеленый цвет с помощью того же краскопульта. Далее на рельефы дерева наносится матовая акриловая краска, колерованная в светло-коричневый цвет с помощью небольшого валика. Птицу на этом этапе мы пока не трогаем, она будет расписана в самую последнюю очередь. Затем берем перламутровую декоративную штукатурку, колерованную в светлый цвет, и с помощью губки наносим ее по рельефам дерева. Теперь возвращаем фон в прежний цвет. Для этого наносится белая акриловая краска с помощью аэрографа по всему периметру барельефа дерева. Если у вас нет этого инструмента, то вы его можете заменить кистью. Далее равномерно наносим акриловую кроющую краску, колерованную в светлый оттенок, по всему фону, стараясь не испортить ранее тонированные рельефы дерева, и просушиваем ее. Теперь необходимо проявить фактуру фона. Для этого разводим водой коричневую акриловую краску, которую мы использовали для тонирования барельефа, и наносим ее по всей поверхности фона небольшими частями с помощью губки. Затем, не давая краске просохнуть, энергичными движениями снимаем ее излишки, оставляя в углублениях рельефного рисунка. После всех манипуляций меня не устроил получившийся контраст, и я приняла решение еще больше затонировать барельеф. Для этого взяла битумный лак и нанесла его по рельефам дерева и птицы с помощью кисти. Затем я сняла излишки материала с верхушек барельефа. И вот что получилось на этом этапе. Далее по рельефам дерева наносится перламутровая декоративная штукатурка, колерованная в светло-бежевый цвет с помощью небольшого валика. На следующем этапе фон необходимо высветлить. Для этого берем кроющую краску, колерованную в светлый оттенок, и наносим ее методом сухая кисть. Стараемся темные углубления фактуры рисунка оставлять нетронутыми. Теперь берем лиссирующую перламутровую декоративную штукатурку и наносим ее по всему фону. В этот раз мы ее не колируем, так как будет достаточно цвета ранее нанесенных слоев краски. Они будут просвечивать через декоративный слой перламутра. И таким образом у нас получится очень сложный, неоднозначный цвет фона. Таким способом была расписана вся работа, то есть была нанесена матовая акриловая краска по всем рельефам, колерованная в нужный цвет, которая служит основанием под перламутровую декоративную штукатурку. Далее по всем верхушкам рельефов наносится перламутровая декоративная штукатурка, колерованная в цвет подложки. Теперь дело дошло до инкрустации. Нам понадобится микробисер, камни, моделирующий прозрачный гель, стекло под палитру и мастихин. Выкладываем гель на стекло, капаем немного колоранта
добавляем перламутровой декоративной штукатурки и хорошо все размешиваем. Колируем гель с тем учетом, что после высыхания он становится на несколько тонов темнее первоначального цвета. Затем выкладываем гель достаточным слоем в декоративные элементы барельефа. Следует учитывать, что гель после высыхания дает и сильную усадку, поэтому при нанесении его не следует жалеть. Далее берем микробисер и той же кистью густо наносим его на слой геля. Таким способом инкрустируются все декоративные элементы барельефа. На тот же гель приклеиваются камни, и работа приобретает вот такой вид. Далее необходимо расписать птицу. Для этого наносим перламутровую декоративную штукатурку небольшим валиком, предварительно прокатав его на бумажной салфетке, чтобы он оставался практически сухим. Теперь необходимо инкрустировать декоративные элементы птицы. Для этого в углубление наносится колированный гель, и на него выкладывается микробисер тонкой кистью. Далее птица расписывается согласно эскизу Климта. Сначала тонируются нужные места битумным лаком. Затем перламутровой декоративной штукатуркой высветляются кончики перьев птицы. На следующем этапе необходимо инкрустировать ранее сделанные углубления в перьях птицы. Для этого в них капаем небольшое количество специального клея и маленьким пинцетом фиксируем в него стразу, тщательно прижимая ее. Когда вся работа хорошо просохнет, ее необходимо покрыть специальным составом, который укрепит все декоративные слои и защитит ее от пыли и грязи. Теперь дело дошло до рамочек, которые были предварительно вырезаны лазером из тонкой фанеры в специальной мастерской. На первом этапе они покрываются влагозащитной пропиткой с двух сторон. Далее наносится коричневая акриловая краска, также со всех сторон. Она просушивается, и следующим слоем наносится битумный лак с помощью губки. Теперь рамочки необходимо задекорировать. Для этого берем кружево, которое мы использовали для тиснения фонового рисунка, мочим его в воде и накладываем на рамочку. Берем краскопульт с акриловой краской, колированный в цвет фона барельефа, и наносим ее равномерный слой сверху. Аккуратно снимаем кружево, и вот что у нас получилось в итоге. Так делаем все рамочки с двух сторон. Далее каждую рамочку мы расписываем точечным методом с помощью тонкой кисти и перламутровой декоративной штукатурки. И наша рамочка приобретает вот такой вид. Затем готовые рамочки прикрепляем на подготовленные металлические петли с помощью тонкой лески. Теперь мы задекорируем багет, которым будут закрываться места крепления к стене на готовой работе. Для этого покрываем его пропиткой. Далее наносим коричневую краску на всю видимую поверхность багета с помощью краскопульта. Затем наносим битумный лак с помощью губки и хорошо просушиваем. Берем намоченное в воде кружево и накладываем его. Оно должно как бы обволакивать багет. Далее наносим кроющую краску, колированную в цвет фона картины, с помощью краскопульта. На следующем этапе аккуратно снимаем кружево, стараясь не повредить свеженанесенный рисунок.
В итоге у нас получился вот такой барельеф древа жизни по мотивам картины Климта. Смотрите в следующем видео, как это декоративное панно смотрится в готовом интерьере. Подписывайтесь на мой канал, и вы первым увидите новые выпуски видео. Желаю всем творческих успехов! Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока-пока!